Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор по рынку перед основной торговой сессией. Значит, смотрите, в принципе, как и ожидалось, в итоге мы, собственно говоря, в пятницу пробили 4260, как я вам говорил, что, скорее всего, мы не возьмем 315, и, соответственно, начнется откат в район 4200 и в район даже 4000, возможно, даже в 4000 возможно, но в целом, скорее всего, пока на 4200. Значит, в принципе, основное событие это и, безусловно, остается у нас 25 на 27 августа симпозиум в Джексон-Холле, да, по денежно-кредитной политике. В принципе, именно там будет определяться дальнейшая политика ФРС, что, естественно, и, собственно говоря, и задаст дальнейший тон для рынков, да. Так что в целом, как бы, конечно, статистика будет выходить у нас по макроэкономике и непосредственно по экономике США на этой неделе. Но все в любом случае будут ждать именно этого события. Так что рынок, скорее всего, займет рейнджевое движение. Не думаю, что теперь будем переходить выше 4280, да, то есть теперь вот этот уровень, скорее всего, пока восстанавливать не будем. Опускаться будем либо в район 4000, либо от 4200 подниматься до где-то 4300, да. Значит, десятилетки, смотрите, в принципе, заняли выжидательную абсолютно позицию. Вот видим, да, 22 число, и мы видим, что вот ровно около 3% доходности они остановились. Все ждут Джексон Холл, господа. Нефть потихонечку восстановилась за 96 и пытается удержаться. Тут как бы ситуация неоднозначная, то есть там, во-первых, все-таки растет риски по поводу рецессии непосредственно замедления экономики мировой, не США конкретно. Вот, поэтому это, безусловно, оказывает давление на спрос. Плюс вероятность укрепления доллара, потому что, понятное дело, что ставку по последним протоколам э, где-то будут все равно поднимать на 0,75 базисных пунктов, а может быть еще и жестче. И все ждут, естественно, что будет решено в Джексон-Холле. Поэтому нефть, в принципе, заняла такую тоже, по большому счету, усредненную позицию 96, чтобы была возможность выйти к 100. И в то же время, если будет совсем все плохо, э, скажем так, с новостями оттуда, с Джексон Холла, то будет пробивать 96 и будет уходить в сторону и 92 может уйти, и тогда уйти в район 85-87, вот сюда. Вот. Но это, естественно, пока не происходит. Все находятся в ожидании. Золото здесь то же самое. Смотрите, отработали четко квартальную цель, пришли на 1746, тоже в режиме ожидания, все ждут Джексон Холла. Золото также быстро может восстановить 1720, надо об этом помнить. Значит, по S&P 500, смотрите, фьюч уже находится на 4179, это уже ниже, то есть даже пробили 4200, вот как я и говорил, что на 4200 мы придем. 4179 это уже как раз попытки удержаться в районе второго квартала. Вот здесь, возможно, на буфере года еще будем пытаться удержаться. Но а так в целом рассматриваю вариант опуститься даже до 4000. Имейте в виду, на рынке сейчас пока будет коррекция, скорее всего. Значит, сегодня, кстати, событий никаких таких серьезных по данным не будет. Поэтому, скорее всего, будет абсолютно рейнджевая динамика. Новостей сегодня очень мало. Значит, смотрите, по NASDAQ, соответственно, если мы сейчас пробили на 4179 по S&P, значит, где-то 12600-12400. Вот сюда может отойти NASDAQ. 12400 вполне. По Расселу, соответственно, в районе 1920, вот ровно где вот этот уровень. Ну и, скорее всего, второй квартал, наверное, 940 можем не удержать. Ну, как вариант, 940, 920. Это вот та зона, где мы будем сейчас находиться. Индекс РТС, господа. Ну, тут небольшой идет попытки роста в сторону 1100, 1180, да, это вот первому кварталу, про который мы говорили, что на 1200, скорее всего, пробиваться пока не будем. Но так как доллар все-таки у нас сейчас немножко укрепляется, да, в преддверии этих ставок, вот смотрим доллар-рубль, да, вот оно, идет укрепление. Единственное, что на доллар, конечно, рубль давит непосредственно продажи экспортеров наших, да, там 25 числа у них будет пик, и, собственно говоря, там уже вот это давление может пропасть. А сейчас они как бы немного удерживают. Но, несмотря на это, все равно, как я уже говорил, доллар-рубль в сторону 60 может вполне себе укрепиться. Это надо понимать. По Мосбирже тоже происходит небольшое укрепление, но, опять же, это пока не сильное, 2227.
это пока еще ни о чем, нам надо вернуться за 2340, только там все уже что-то будет уже понятно с попытками дальнейшего роста. Так, дальше поехали. По, собственно говоря, доллар-рублю сказал, по евро. Евро пока, ну, ситуация с газом там очень напряженная, Северный поток останавливает. И, в общем, здесь, короче, риски растут. Пока около 60 держим, но достаточно быстро могут восстановить, все равно в районе 61, 62,5, вот сюда очень даже легко могут прийти. А по доллару-рублю, кстати, господа, все равно ожидаю, естественно, возврат 62 50, потом 63, 50 и 64. Вот этот диапазон все равно. Тем более в сентябре говорят о том, что Центробанк начинает свои интервенции. Поэтому это надо момент тоже учитывать. Далее поехали. По биткоину. Пока ожидательная позиция, но пробили 22 тысячи. 22 тысячи пробили. И это все при Джексон Холле на ожиданиях его. Соответственно, там будет определена политика дальнейшего ФРС. Соответственно, это будет иметь огромное значение для крипты. В общем, на 22 200 возврат еще вполне себе могу представить. Падение ниже, ну, все зависит от того, какие будут выходить за это время данные. В принципе, мы уже говорили, что в районе 18 тысяч мы можем посетить, цели там есть. Но при той, скажем так, ставке, которая сейчас, критичного пока ничего не вижу. Главное, чтобы не ужесточили. В целом 0,75 рынком практически заложено. Так что на этом, господа, все. Будем ждать теперь 25-27 августа, прежде всего. Именно оттуда придут настоящие реальные новости. Ждем по S&P, еще раз говорю, скорее всего, продолжение снижения в районе 4000 даже. Вот мы уже практически 4200 пробили, либо будут пытаться удерживать 4000 и пробовать подниматься в районе 4280, либо начнут опускаться и от 4000 в итоге, когда опустятся, будут ходить на 4200. Вот такой диапазон я примерно себе сейчас представляю. На этом, господа, все. Все остальное уже в прямом эфире.